Команда ЮРФ – это команда победителей во всем, не только в Эвросболе, а от начала и до конца, во всех проявлениях, во всех делах. Значит, Эвросбол – это что-то новое. Мне кажется, то, что если это развивать, то оно наберет очень хорошую популярность. Мне кажется, к этому все идет. Ну, если честно, в начале, в самом начале немножко скептически люди, и как бы я немного относился к этому, но когда уже придя на арену, когда увидя всю эту атмосферу, как все идет, было все очень круто. Но я считаю, то, что его нужно будет развивать не только в нашем городе, в нашей стране, а, мне кажется, по миру это будет разлетаться очень сильно. Давай, проходи! Все, борьба! Давай на ноги! Если говорить нашим языком, это мужская игра. Никто туда не приходит кого-то жалеть. К этому каждый человек и каждый спортсмен должен быть готов, когда он приходит на арену Эвросбола. Команду Сколково мы выиграли за счет того, что перебежали, можно сказать, их. И пасы больше паса у нас было. У нас и сыгранная команда. У нас есть, конечно, пару новых, но в основном у нас сыгранная команда, нам было легче. Честно сказать, мы играем уже сколько, да, вот лет 10 мы играем. Как школа открылась, да, вот у нас очень сильно прям, знаете, сплоченная команда, мы друг друга очень сильно понимаем, мы не выходим туда просто поиграть, мы выходим в любую игру, даже здесь товарищескую ты видел, как мы играем, чтобы выиграть. Вот на одном желании, вот этом всем мы выиграли, да. На самом деле, вот даже в первой игре эти чувства я ни с чем бы не смог сравнить на сегодняшний день. Много людей, дух захватывает, у тебя большая мотивация, люди на тебя смотрят. И тебе, конечно же, хочется показать достойную и хорошую игру. Закрытыми глазами знаем, кто куда побежит. Это наша сплоченность. Мы можем в форме быть хуже, чем другая команда, например. Там могут быть молодые, с хорошей функционалкой спортсмены могут быть. Мы очень много раз выигрывали такие команды за счет того, что у нас сложная игра. Ну, Эвросбол, это не такой обычный баскетбол, он очень сильно контактный вид спорта. Там за счет этого Эвросбола, да, идут и броски, да, и все такое жесткая игра, да. Там нельзя расслабляться ни секунды. Вот Лендер чуть расслабился, он улетел. Кельбиханов тоже наш, да, вот чуть расслабился, он раз его повалили, да. Там такое, да, эта игра очень жесткая, очень травматичная игра. Это всего лишь была показательная игра. Вы представьте, будет, что финал, что творится будет, когда на кону будет 10 миллионов рублей, да. А насчет того, что было с командой «Кобра», но я как знаю, там ребята из нашей команды, из их команды, они хорошо друг друга знают. И плюс, как я понял, ребята из команды «Кобра», они возрастные, как мне объясняли там все. Наверное, на этом и договорились, то, что знают друг друга хорошо, то, что опасные броски убрать. А то, что штрафные санкции, ну это нормально. Лига должна как-то реагировать на это. Лига должна действовать в интересах зрителей, мне кажется. Сумо? Кто такие сумо? Если честно, вообще налегке поиграли, не поняли эту команду. Много слов было сказано их в наш адрес. Там не прокатит. Сумаисты, готовьтесь. Мы чисто 50% играем, что наши игры не спалили. Честно сказать, сумоисты меня удивили. Мы думали, налегке пройдем, и так расслабленно начали. Пацаны оказались крепкими, но мы быстренько собрались, догнали и выиграли эту игру. Я думаю, сейчас 5 на 5 мы будем играть. Привычный формат наш, сумоисты, так что, братья, готовьтесь. Это ваша самая сложная игра будет с нами. У нас подготовка проходит как обычно, все идет в боевом режиме, но как бы она ни проходила, я уверен, что наши ребята, которые в Дагестане, у них все четко, у них подготовка бомба. Такой прям подготовки тоже нету. Не показывайте никому. На, братишка! Ну, подготовка проходит, как говорится, в штатном режиме, да. У нас нет так специально, мы готовимся. Вот мы видели, мы играем, 2 раза в неделю играем, свои какие-то тактические действия разыгрываем, там, да, схему какую-то, да, изучаем наши игры, еще лучше оттачиваем броски. Как они нас могут обвинять, я вот это вообще не понимаю, если честно. Это уже, как я говорил, это мужская игра, а они уже заговорили как женщины. Поднимает и поднимает эту тему. Уже пора закрыть ее. Просто готовьтесь, во второй игре будет еще грязнее. Они еще не видели, что такое грязная игра. В рамках правил жестко играли, может. Но за рамки мы не выходили. Они не замечали, как они играли, без мяча держали, рядом бегали. Они специально провокации делали. Это все было видно. Есть такие моменты, которые нам не понравились тоже. Но мы это не огласовку не дали этому. Это все пускай, вот как они хотят жестко сыграть. Пускай они вот 5 на 5 мы будем играть, пускай все там покажут. Выход! Ногой сядь, ногой! Ногой сядь, да, ногой!
Да что ты глупо сделаешь, Загей? До конца иди уже. Ну, как сказать, там такой грязной игры не было. Там это же не просто там какой-то вид спорта, это контактный вид спорта. Там в любом моменте тебя могут снести так, что ты не поднимешься потом, да. Это так говорить, это неправильно. Там слишком как-то мы играем до свистка, как говорится. Пока судья не остановит, ты должен играть. Там может и локоть пролететь тебе там, и может много что может пролететь. Просто ты должен быть на чеку всегда. У нас с Абдурахимом получилась небольшая завязка в Инстаграме. Он проявил свое некое нытье, как говорится. Начал жаловаться на давку судей, там по типу мы давили на судей. Грязная игра, не грязная игра. Это мужская игра, и я советую вам привыкать к такой игре. В следующей игре, если честно, мне Абдурахим уже не интересен. Пускай готовится на каких-нибудь тюфиков, как говорится. А мне, пожалуйста, достойного соперника подгоните. Мы все мужчины, эмоции кипят. А сумысл, у них свои эмоции. Они проигрывали, они выигрывали в счете в один момент и начали проигрывать. Их тоже понять можно. Но там все было закономерно, кто выиграл сильнейший. Поэтому надо сразу это решать. Если уже сразу не решили, то потом это говорить смысла нету. После драки кулаками не машут. Чего ждать от игры 5 на 5? Ну, вы видели, чего ждать. Ждать нашей победы, вот чего ждать. Зрители увидят бескомпромиссную игру. Во-первых, очень такую жесткую. Они будут на нас чуть злые, они будут на нас настраиваться сильно. Мы точно так же настраиваемся, как на последнюю игру. Это всегда было. Мы выходим, чтобы выиграть, как на последнюю игру. Просто сумоистам нельзя расслабляться с нами. Это 3 на 3, это совсем другое. 5 на 5, поле большое. Там просто бегать надо и все. Будьте готовы. Не, ну мы сумоистам закинем. Да, сумоисты, ждите бросков. Не от меня, конечно. От всех. Мы в первой игре 3 на 3 тоже чуть-чуть дали, короче. Не, чтобы они в себя В конце поверили. добили. Да. Чуть, чтобы в себя поверили. Да, да. Как называется? Сумо? Сумо, да. Сумо в рестлере. Салам алейкум, братья. Мы с вами играли тогда на 10% мы в форме были. И то, кто выиграл, Шамиль? Не будем, Сейчас в лучшей не форме будем будем. так, да, разглашать. Ждем вас, братья. Пускай на бабки не рассчитывают. Правильно? Все правильно. Бабки же наши. 10 миллионов. Рамазан. Вот так садим, вот так. Ну, честно сказать, 10 миллионов уже по существу поделили здесь. Ребята, не рассчитывайте, ни одна из команд здесь просто ловить нечего. 10 лямов. Он сегодня с утра в Авито зашел. Как говорится, не говорил, пока не перепрыгнешь. Но Всё в нашем правильно. случае мы реально уверены, что бабки наши. Так что, ребята, готовитесь. Всем разбол. Сумо команда. Это вот эти крепкие ребята, это те люди, которые 18 марта докажут, что сумо это лидеры по рестлболу. А у нас спортивное сумо, потому что у нас есть весовые категории. А вот в Японии это они считаются профессионалами, там у них нет весовой категории. Там нельзя весить меньше 120 килограмм. Цель 18 марта выиграть ЮРФ, доказать, что мы за счет давления на судьи проиграли. Ну и, понятное дело, мы хотим выиграть гран-при по рестлболу 5 на 5. Для нас это будет большой старт, я считаю, для рестлбола, потому что такой мощной команды, я думаю, еще нету именно в рестлболе на такой большой арене. Абсолютная доминация – это наша основная цель. А планы для начала – выиграть кубок. Я не переживаю, я не первый раз на соревнования выезжаю. Поэтому у меня опыт имеется. Мы все выиграем. Это я вам обещаю. Мы каждый день в зале, на ковре, на разминке, разбол. Вот теперь у нас есть круглые кольца.
поэтому шансов никого не останется. Как вы видите, у нас нету полных условий для того, чтобы играть на круглое кольцо, зал маленький, но мы даже в таком зале можем показывать результаты. Мы, скорее всего, будем делать упор на точность забивания колец. Следующая игра у нас 3 на 3, понятное дело, она такая динамичная, там особо нельзя разбегаться, там нету промежуточных мест, где там лазейки, грубо говоря. А вот 5 на 5, там будут уже там видны очень большие пространства. Будем давить на те места, где они оставят нам пространство. На контратаках, на скорости будем брать. Ну, основная наша стратегия – это часы наигранности. Как вы видите, у нас зал маленький, компактный, поэтому мы играем на скорости. Мы очень хорошо видим друг друга на поле, так что будет хороший короткий пас. Ну, слушай, у нас достаточно опытные спортсмены. Это не первое наше выступление на больших аренах, поэтому большие арены нас не пугают. Вы считаете, сумоистам не нужна выносливость? Это просто мы чуть-чуть расслабились в конце. Вот я считаю. Вот просто на последних минутах мы просто расслабились. И поэтому мы отдали. Главная причина то, что у нас было очень много штрафных бросков. Точности у нас хромало. Просто из, там, грубо говоря, из 12 штрафных бросков мы забили 3 или 4 максимум. И то, что наш Игнат поспешил с рестлерским броском и не сделал его. Надо было это оставить под конец, на изюминку, сделать красиво и выиграть этим броском, я считаю. Я чувствовал, что у них начали сдавать нервы. То есть это было видно, это были срывы на судей, которые вы вырезали. То есть они явно начали нервничать, начали нарушать правила, начали искать третьего виноватого. Мы играли в пределах правил. Если посмотреть на табло, у них сколько было? 8 фолов, и им еще несколько фолов не засчитали. У нас там не больше 3-4. Я видел уважительную игру, но у них было очень много спортивной агрессии. Ну, я очень агрессивный, честно. Вот, хоть и бываю скромным. Постараюсь совладать, потому что меня родители убьют. Рамазан, ты готов по сумму выступить? Давай, тренируйся там. Я просто хочу выиграть его. Я хочу выиграть его. Он, как он сказал, будет по шахматам сам бороться. Я хочу сначала по вольне его выиграть, 5 на 5. Потом пригласить его на тренировку, по сумово выиграть. Потом по шахматам. Потом по плаванию сделать его. Это будет наша принципиальная схватка. От команды сумо буду участвовать только я. Да, я готовлюсь к нашей схватке, чтобы выиграть его, вырвать победу за мяч. Я готовлюсь каждый день по вольне. Нет, я не могу сказать, что он полностью доминировал. Ну, потому что у меня чуть-чуть скорости не хватило. Он чуть легче меня, он просто обыграл меня на скорости и все. У нас все решили еще тогда, что как-то Абдурахим будет бороться. А если Абдурахим не будет бороться, я с удовольствием выйду. Я выходил на многие схватки, где я не был фаворитом. Я смогу одержать победу. Я в этом уверен. Злости нету. Есть спортивный интерес, спортивный азарт, но злость, не знаю. Были какие-то мелкие стычки, но мы это все потом переговорили, обсудили, и все вопросы закрыты. У нас в нашем виде спорта эмоция – это равно поражение. У нас были случаи, когда за эмоцию снимали с соревнований людей. Мы не можем себе это позволить. Рамазан, готовься. Все, заканчиваем, смотрим постановку. Похоже было, что по-настоящему? Давайте сделаем так. Я ставлю таймер на 10 минут. Вот. Кто проиграет, вы уже с собой решите, на что спорить. Сейчас будет борьба за мяч. Табаба. Кто выиграет, того будет владение мячом. Представь, что это Рамазан. Все, я не знаю, кто. Может, и говорили там про кого-то, что слабые соперники, не слабые. Но мы же понимаем, что все хотят выиграть, все будут делать все возможное для того, чтобы держать победу. Ну, это уже будет эмоции 5 на 5, там уже будет совсем другая игра. Это будет жесткая игра. Потому что гран-при, там весомая сумма,
все будут играть как в последний раз, я считаю. Понятное дело, эмоции будут, но мы будем играть хладнокровно. Но мы также будем играть как 3 на 3 чисто. Будем играть в рамках правил. В данном виде спорта грязная игра – это очень тонкий момент. Правила достаточно размытые до сих пор. Жестких рамок нет, жестких действий нету, которые можно, которые нельзя. И если мы играем в рамках правила, но жестко, это не равно грубая игра. То есть на нас там, вот из-за чего конфликт был, потому что наш игрок сыграл жестко, но он сыграл по правилам. То есть контакт был по правилам. Грязно не равно жестко, и наоборот. Мы без России. Вот же тебе рестлер, он же хотел Россию. Ну, все соперники хорошие. Нельзя как бы говорить, что этот плохой или этот хороший. Соперников нельзя недооценивать. Мы в каждой команде будем применять разные тактики. С ЮРФ нельзя давать на контратаки. У них хорошая контратака, как команда Реал Мадрид. Даешь им пространство, они бум-бум-бум. Мы найдем хитрость и лазейку, чтобы использовать их агрессию против них. Так что мы выиграем, я уверен. Зрители увидят искры, зарубу, множество техничных и амплитудных бросков, я уверен. Мы покажем в этот раз рестлер. Пусть они смотрят, наслаждаются моим красивым интервью. Лично я их не знаю никого, но я им могу пообещать, что будет очень жесткая игра. С моей стороны, с моей команды. И мы их выиграем, я уверен. Всем рэсбол! Рокки, вопрос к вам. Ваша команда называется ЮРФ, но у вас нету ни одного представителя вашей команды в основном составе. Где ваши звезды? Ленруш, Сханский Дауд. Где они? Их не видно. Набрали вольников, спрятали их за их спинами. Хотим видеть ваших звезд. Особенно я хочу видеть Гаджи Автомата и Лендруша на ковре. 5 на 5. На плечиках понес. 2 круга. Сколько круга? Мы на 2 круга. Ты что, нас обгоняют.